Всем привет! Это видео будет полезно тем, кто едет в Петербург впервые. Я прожила здесь много лет и собрала самые полезные советы, которые хотела бы получить сама, когда приезжала в Питер в первый раз как турист. Расскажу, где искать жилье, где питаться, куда пойти на шопинг и как успеть все посмотреть. Все самое главное в одном видео. Первый вопрос: где остановиться в Питере? Тут два варианта – снять квартиру или забронировать отель. Если вы едете в Питер на длительный срок, есть смысл арендовать квартиру. В этом случае советую выбрать апартаменты рядом с метро. Жилье в России я бронирую на сайте суточно. В описании оставлю ссылку на квартиру у метро Московская, в которой я останавливалась уже трижды. Если же вы едете в Петербург меньше, чем на 2 недели, рекомендую остановиться в отеле. Чем ближе к центру, тем лучше. Так вам не придется тратить время на дорогу к достопримечательностям. Кроме того, многие экскурсии по пригородам из Санкт-Петербурга стартуют у метро Гостиный двор или Площадь Восстания. От себя могу посоветовать бутик-отель «Оникс» 4 звезды, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга. Пока это лучшее место рядом с Невским проспектом, где я жила. Отель расположен в особняке 19 века. Когда-то здесь жила известная актриса Полина Стрепетова, а в гости к ней заходили Островский, Тургенев, Чайковский и другие известные люди. Сегодня здание 4-звездочного отеля «Оникс» входит в число выявленных памятников культурного наследия и находится под охраной государства. Не в каждом городе у туристов есть возможность прикоснуться к истории так близко и пожить в настоящем особняке. Комфортные дизайнерские номера, роскошные интерьеры в стиле 19 века, премиальная косметика, отличные завтраки и блестящие отзывы туристов. Очень рекомендую это место. Узнать цены и доступность номеров можно по ссылке в описании под этим видео. Поговорим о транспорте. В Питере очень хорошо развита система городского транспорта. Здесь есть автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, маршрутки, все что угодно. И очень легко добираться даже на дальние расстояния на общественном транспорте. Лучший способ передвигаться по городу – это метро. В Питере очень понятная схема метрополитена. Тут всего 5 веток. Совсем не так, как в Москве. Здесь вы точно не потеряетесь и не запутаетесь. Оплачивать проезд в городском транспорте можно наличными или банковской картой. Но я советую купить карточку, которая называется «Подорожник». Она продается в кассах метрополитена. Стоит 60 рублей. Ее можно пополнить на любую сумму, как в кассах метро, так и онлайн. Я советую «Подорожник», потому что с ним получается выгоднее. Каждая поездка на общественном транспорте будет стоить на 20 рублей дешевле, чем при оплате наличными. А еще у «Подорожника» есть выгодный пересадочный тариф. То есть, когда вам нужно сменить, например, несколько автобусов в течение 1 часа, следующая поездка будет стоить еще дешевле, следующая еще дешевле. То есть получается, что вы не потратите много денег на длинную дорогу. Также в общественном транспорте выгодно расплачиваться банковскими картами платежной системы МИР. В этом случае вы тоже можете рассчитывать на скидки. Поговорим о питании. Если вы не экономите, то легко найдете подходящий ресторан. Как в центре, так и в спальных районах Санкт-Петербурга есть множество прекрасных мест. Рестораны тут на любой вкус. Панорамные, с изысканной кухней, заведения именитых шеф-поваров. Каждый найдет место по душе. Если же вы не готовы тратить слишком много времени и денег на еду, прислушайтесь к моим советам. Если вы остановились в отеле, рекомендую выбрать размещение с завтраком. Это поможет сэкономить драгоценные утренние часы. Например, в отеле «Оникс», о котором я вам рассказывала, завтрак был настолько сытный, что после него можно сразу отправляться на долгую прогулку, осмотр достопримечательностей или на экскурсию в пригород. Классика Петербурга – пекарни. Моя любимая сеть – булочные Вольчика. Они есть во многих районах города. Тут все очень вкусное и цены хорошие.
Санкт-Петербурге есть много бюджетных заведений. Могу посоветовать, где вкусно и недорого поесть на Невском проспекте. Первый вариант – Токио Сити, сетевой ресторан японской и европейской кухни. Относительно недорого, есть выгодные комплексные обеды. Второй вариант – Евразия, сетевой ресторан для любителей суши. Обращайте внимание на акции. 2 блюда по цене одного – это очень выгодно. Третье место – столовая номер 1. Если вы любите домашнюю кухню, борщ, пюре с котлетой, капустный салат и так далее, и хотите поесть вкусно и дешево, отправляйтесь сюда. Но будьте готовы постоять в очереди. Столовую номер 1 любят и петербуржцы, и туристы. Четвертое – чебуречная брынза. Их чебуреки считаются лучшими в Петербурге. В меню также есть супы, салаты и горячие блюда. Если вы питаетесь не в ресторанах или просто хотите купить что-то к чаю, обратите внимание на сетевые супермаркеты. В Питере их много. Пятерочка, Магнит, Окей, Реал, Лента и другие. Они есть даже в туристическом центре. Например, во время прогулки по Невскому проспекту вы можете зайти в Дикси или Азбуку вкуса. Главный вопрос – что посмотреть в Питере? Если вы едете в Санкт-Петербург в первый раз, постарайтесь выделить на это не менее 1 недели, чтобы успеть осмотреть хотя бы главные достопримечательности. Раньше экскурсии нужно было покупать в туристических бюро на улицах, а сейчас это удобнее делать онлайн. В описании под видео оставлю для вас ссылку на сайт, где вы найдете более 600 вариантов экскурсий в Питере. Удобно почитать описание и отзывы, посмотреть фото и выбрать подходящие туры без спешки. Там же берите прогулки на кораблике и билеты на проход в Эрмитаж без очереди. Я рекомендую начать с осмотра центральной части города. Возьмите обзорный тур или посмотрите мое видео, в котором я показала главные достопримечательности Невского проспекта. Погуляйте по набережной, прокатитесь на кораблике по рекам и каналам, осмотрите Васильевский остров и побывайте в парке 300-летия возле небоскреба Лахта-центр. Если любите аттракционы, съездите на Крестовский остров. Обязательно побывайте в пригородах. Съездите в Петергоф полюбоваться фонтанами. Посетите Царское село и знаменитый Екатерининский дворец. Погуляйте по улочкам средневекового Выборга. Если вы очень любите посещать музеи, рекомендую купить карту гостя Петербурга. Вы отдаете фиксированную сумму, а затем можете без доплат посещать определенные музеи и экскурсии из списка в течение 2-5 дней, в зависимости от тарифа. Оставлю для вас ссылку, чтобы вы могли почитать условия и посмотреть список достопримечательностей. Дайте знать в комментариях, если хотите, чтобы я сняла видео о том, что стоит посмотреть в Петербурге. Напоследок дам несколько полезных советов. Лучшее время для поездки в Питер – это лето. Белые ночи, алые паруса, день города. Вам точно понравится. Вообще в Петербург хорошо приезжать в любой месяц с мая по сентябрь, потому что в это время будет очень комфортно осматривать достопримечательности. А еще я советую вам побывать в Питере в канун Нового года. Здесь очень-очень красиво все украшено. Невский проспект сияет. Не советую приезжать в Питер в марте. Это самый промозглый месяц. Впрочем, и в этом тоже есть своя романтика. Обязательно возьмите с собой зонтик. Даже если вы предварительно посмотрели прогноз погоды и вам кажется, что всегда будет солнечно, это может оказаться не так. В Питере очень быстро меняется погода и часто идут дожди, даже летом. Но если вы остановились в хорошем отеле, например, в таком, в котором я нахожусь сейчас, то можете рассчитывать на бесплатный зонтик, их дают на ресепшене. Следующий совет – вставайте пораньше. Если вы решите хорошенько выспаться, то скорее всего встрянете в огромные очереди и будете бесконечно стоять в пробках. Достопримечательности в Питере лучше всего осматривать в первой половине дня. После 15 часов попасть куда-то почти нереально. Еще один способ избежать очередей – это покупать билеты заранее всюду, куда только можно. В Эрмитаж, на прогулку по рекам и каналам, в Петергоф, в
везде, где найдете. Билеты проверяйте там же, где я посоветовала вам смотреть экскурсии. Ссылочка в описании под видео. В туристических местах будьте внимательны. Если к вам подошел Петр I или какой-нибудь другой симпатичный персонаж и захотел с вами сфотографироваться, сразу спросите цену, потому что аниматоры в Питере никогда не фотографируются бесплатно, даже если они предлагают сделать селфи на ваш телефон. Следующий полезный совет для туриста – бронировать столики в ресторанах заранее. Если вы хотите посетить какое-то конкретное заведение или посидеть в ресторане на Невском проспекте, особенно в Панорамном, обязательно бронируйте столик, потому что в Питере часто переполнены рестораны даже не в самых туристических местах. Так вы точно попадете туда, где хотели поесть. И напоследок о шопинге. Я не советую вам покупать сувениры в палатках на Невском проспекте. Обычно здесь очень большая наценка. Необычные сувениры советую посмотреть в книжных магазинах сети Буквоед. Они разбросаны по всему городу, и там очень много интересного. За одеждой отправляйтесь в лучший торговый центр Петербурга. Он называется Галерея и находится у метро Площадь Восстания. Там вы найдете много магазинов одежды, косметики, обуви, есть большой супермаркет и фудкорт. Также там можно сходить в кино. Вкусные сувениры можно купить прямо на Невском проспекте. Советую заглянуть в дом купцов Елисеевых, магазины фабрики Крупской и в музей шоколада. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях или писать мне в любых соцсетях. Я надеюсь, что вам понравится в Питере и желаю вам отличной поездки. Ставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.